Как мы решаем наши проблемы с вот этой неизвестностью, что у нас все постоянно находится в непонятном состоянии? В идеальном мире у нас все картинки загружены заранее, и мы сначала загружаем все картинки видео, а потом начинаем воспроизводить контент. И такой идеальный мир у нас был в начале. И он очень хорошо работал до тех пор, пока у нас в контенте было 3 картинки. А потом мы собрали анонс, который называется как-то там «Идентика московского транспорта. Система навигации», который состоит из 40 картинок, 10 аудиофайлов и еще чего-то. И получилось так, что если сначала загружать все, а потом воспроизводить, то загрузка занимает минуты 3, что не подходит нам. Поэтому в какой-то момент мы придумали новую концепцию. Я назвал ее «Счетчик времени идет всегда». Когда мы находимся на YouTube, у нас может возникнуть такая ситуация, когда у нас скорость интернета ниже, чем битрейт видео, и мы, допустим, догнали ту часть, которую мы прогрузили, и дальше не можем воспроизвести. YouTube в этой ситуации ставит видео на паузу и показывает тебе «подожди, прогружается». Но у нас, опять же, нет единого источника правды о том, что подгружается. Потому что, может, видео загрузилось, а аудио, которое должно идти одновременно с ним, еще нет. И мы, конечно, могли бы какие-то частные случаи обработать и сказать, что видео важнее аудио, и если видео не загрузилось, то не надо, а где-то можно проигнорировать. Но чтобы построить более общую систему, вот эта система называется «Счетчик времени идет всегда». Независимо от того, что загрузилось, что нет, всегда плеер поставлен на проигрывание, если мы не нажали кнопку паузы. И это сложно. То есть реализовать такую систему непросто, потому что мы из состояния, когда нам все известно, мы должны спуститься до состояния и уметь вести себя правильно в ситуациях, когда ничего не известно, когда мы не знаем длительность видео, когда мы не знаем разрешение картинки. Мы захотели с ней что-то сделать, но нам нужно проверить, а знаем ли мы ее разрешение. И если не знаем, то действовать как-то еще. И если мы не подгружаем весь контент с самого начала, то в какой момент? Во все. То есть мы постоянно проверяем, что нам нужно подгрузить. У нас идет проверка на 30 секунд вперед, и вот если следующее видео наступает или картинка меньше, чем через 30 секунд, то мы говорим «да, вот уже пора ее подгружать». И таким образом у нас такая непрерывная подгрузка, как бы имитация того, что происходит на YouTube, но совсем по-другому. Конечно, у нас могут в теории возникнуть ситуации, когда не успело подгрузиться что-то. Как правило, за 30 секунд все успевает прогружаться, но, допустим, если у нас очень-очень слабый интернет, то да, может возникнуть ситуация, когда у пользователя просто ничего не воспроизводится. И в первую очередь это решается настройкой интервалов. Уметь просто подгружать все в соответствии с среднестатистическим интернетом, но при этом мы не можем подгружать все на 5 минут вперед, потому что у нас еще есть критерий оптимизации по трафику, потому что мы не хотим сразу загружать 500 мегабайт ресурсов. Это иконка программы Time Machine для Mac, которая умеет делать бэкапы. И у нас тоже можно перемещать таймлайн, то есть менять время, как перелистывать видео на YouTube. Но если в YouTube у нас есть один видеопоток, который мы нажимаем и перелистываем, то мы так не можем сделать. Это скриншот из нашего сборщика. Я буду подробно про него рассказывать во второй части. И вот мы видим, что у него есть видео AX-Generator, которое находится на 15-й секунде начинается, аудио 1.mp3, который начинается на 1-й секунде, и 2.mp3 на 15-й. И вот мы захотели перемотать таймлайн на 20-ю секунду. Получается, нам еще нужно посчитать,
какое медиа мы в какую точку перематываем. Потому что видео к этому моменту, оно там начинается вот на 15 секунде, его нужно только на 5 секунд перемотать. А аудио, оно начиналось чуть раньше, его нужно там на 8, а 1.mp3 на 19. Соответственно, нам нужно провести некоторые вычисления для того, чтобы каждое медиа перемотать на правильное время.